Всем привет, мои дорогие! У меня наконец-то появился голос, у меня было воспаление голосовых связок, у меня вообще голоса не было. Я не помню, может быть, у меня это второй раз в жизни такое бывало, что мне полностью исчез голос, было очень-очень тяжело разговаривать. Но он полностью не исчез, но было очень тяжело разговаривать. Ну вот, мой голос появился, у нас сегодня 19 марта, у меня у второго сыночка день рождения, ему исполнится 13 лет. Я тут решила заснять, чем я занимаюсь, что я варю на день рождения и как у нас проходит день. Но у нас сильно много не будет праздноваться, так как сейчас очень много болеют короной, очень много, у многих сейчас живут люди с Украины, из-за этого много народу у нас не будет. И так как еще корона у нас не позволяет, у нас еще пока не все отменили, не позволяет сильное большое сборище людей, так сказать, мы решили сделать так, или мы так каждый год делаем в последнее время из-за короны. Кто придет, тот придет. У нас как-то так справляется всегда день рождения. Я сейчас покажу то, что я закупила. Я хотела сегодня манты сделать, я хотела сделать фета-кейсы, фета-сыр в духовочке запечь. Мне очень-очень нравится тот, кто, например, не любит мясо или, как я, не могу кушать глютен и лактозу. Из-за этого для меня будет фета-сыр. И для тех, кто не хочет манты кушать, тоже будет это блюдо. Я также хотела сделать зомароль, называется они по-немецки. Это, если я переведу, летние роллы. Хотела показать, как мы их делаем. Мой сыночек очень-очень любит. Он любит тоже суши, но так как я не хочу заморачиваться сушами, я хотела сделать небольшой тортик, так сказать, роллы торт, или как он называется, я не знаю. Но я делаю по-своему, так как мой сын не ест рыбу и всякое такое. Я ему сделаю только морковочку положу, огурчики положу и перчик положу. Он такое любит, и так я сделаю, чтобы он мог кушать. Все-таки день рождения для него. И так как он меня просил уже давно сделать зомароль, эти летние роллы, я решила сегодня ему сделать. Тортик, я не знаю еще пока, что я буду выпекать. Хотела что-то с безе сделать, но точно не знаю. Ну, конечно, в этом видео вы все не увидите. Если вдруг я сделаю отдельное видео для, например, этих ролл, летних, отдельное видео, потому что я думаю, что тогда сильно долгое будет видео. Может быть, в этом видео засниму, покажу, как я манты делаю, как я тесто для них делаю. Я еще посмотрю. Кому интересно, оставайтесь со мной. Я сейчас покажу то, что я закупила. То, что я закупила, у меня на 100 евро, 101 евро закуплено. И знаете, что интересно? Это вообще... Я была сегодня в 4 магазинах. Я нашла в одном магазине муку. Вы не можете представить себе, сейчас вам покажу. Мука. Это что-то в Германии. Сахар был сегодня прям в 2 магазинах. Это вообще меня удивило. И мука в одном. Я еще думаю, окей, мне надо муку, манты надо лепить, надо тортики печь. Посмотрю, что найду. Нигде ничего не могла найти. В один магазин зашла, где я почти никогда не захожу. Думаю, зайду, мне гарнели нужны были, креветки для вот этих роллов. Думаю, зайду, посмотрю. Захожу, смотрю, мука. Я думаю, окей, возьму 3 пачечки муки. Я говорю, можно мне 3 взять? Они говорят, да, без проблем, берите сколько хотите. Я думаю, окей, хорошо. Не найдешь нигде подсолнечное масло, растительное масло, никакое масло. Даже оливковое масло уже тяжело найти, только очень дорогие остались. Вот. Потом муку и сахар. Это вообще проблема найти. И вот я даже удивилась, что у нас в этот раз был сахар в 2 магазинах. Прям полная такая высокая палета называется здесь. Была сахара. Я взяла только 2 пачечки, так как мы сахар используем только я в тесте использую. И если я пеку, а так мы сахар не кушаем. Так, ну, никуда не добавляем. Ни в чаи, ни в кофе. Из-за этого... Сахар только 2 пачки взяла, хватит. Вот такие-то дела. Ну, ладненько, сейчас я вам покажу то, что я купила. И оставайтесь со мной, если вам интересно. Купила айсберг салат. Нам его понадобится для вот этих роллов. Зома роллы. Как забыла, называется летние роллы. Лук я купила для мантов, чтобы, ну, как, не сильно долго резать, не сильно много чистить, из-за этого крупный лук. Купила здесь фарш, а также
от свинины, как живота, пуженина, или как она называется. Это тоже для вот этих роллов будет. Потом лимите, лайм. Нашла наконец-то безлактозную сливки, авокадо. Это все нам понадобится для вот этих летних роллов. Вот так они выглядят примерно. Ну, мы немножко по-другому делаем. Вот это рисовая бумага. Ее потом мочишь и с них заворачиваешь. Также лук, огурчики, фреш-кейз. У меня сегодня все безлактозное. Это маскарпоне безлактозный, а это сыр безлактозный, так как я хочу тортик сделать безлактозный, без глютена, чтобы я тоже могла вместе покушать. Манго тоже можно в эти роллы добавлять. Это уже смотря кто что. Хотела здесь показать, что я сама все купила. Чтобы потом YouTube не сказал, что я здесь получила это бесплатно. Ингво, конечно же. Это все для этих роллов. Кориандр. Потом для тортика я купила вот такие миндальные листочки. Сахар. Тостер. Хлеб. Потом темпус. Ну, эти бумажные салфетки, так как сейчас нос текет, гарнели. Ну, креветки не нашла без этого, без кожуры. Я с кожурой сделаю, а потом почищу их. Это тоже для вот этих роллов. Зашла в один магазин, был удешевленный этот виноград, и зашла в другой. И что в том, и в том вкусный. Решила все-таки вот это побольше взять. Купила себе сковородку, увидела, что есть, у меня есть одна, но она с таким тонким дном, из-за этого я вот это сейчас с толстым дном нашла. Она дольше греется, но не так там быстро все пригорает и дольше сохраняет тепло. Так как я уже сказала, муку раздобыла и кукурузный крахмал. Увидела, что нигде нету кукурузного крахмала. Взяла от дорогой. Ну, он немножко подороже, думаю, хоть одна будет стоять. А потом в другом магазине нашла, который всегда беру. Там стояло еще 3 пачечки, взяла одну пачечку с собой. Вот, даже этого нету. И для роллов нам понадобится еще лапша. Ну, как она? Фунчозная лапша. Ну, как-то вот такая небольшая закупочка. Вот эта сковородка стоит 18 евро, 17,99. Она такая классная, продается в Альди. Когда даже если вдруг что-то начинает пригорать, не так обидно ее выкидывать, если ты за 70 евро что-то возьмешь. В общем, вот такая небольшая у меня такая покупочка. И вот она вышла на 101 евро. Подорожало все, это ужас. Сейчас смотришь, идешь, это катастрофа. В 3 раза все подорожало. Даже вот этот хлеб у нас, я не знаю, сколько центов стоил. Теперь он намного дороже стал. Вот это тостерная такая. И это самый такой дешевый, да. И тоже даже он подорожал, я не знаю, на 20 центов, что ли. Это ужас какой-то. Ну, как-то так. Не знаю, что-то у меня сегодня прям хрипит голос. Наверное, сильно много разговариваю, потому что когда воспаляются голосовые связки, вообще примерно 2-3 недели надо, чем чаще молчишь, тем лучше. Но у меня пришла как раз неделя. Я прям чувствую, что сегодня мне немножко тяжеловато с голосом. Из-за этого прошу прощения, что он такой хрипатый. Я хотела рассказать, как я делаю на манты тесто. Я буду на килограмм, потому что у меня 2 килограмма фарша. И получается, я положу примерно, сейчас я скажу, сколько у нас, 750 лука. Но если мы почистим, 600 останется. Я думаю, так 1200, кило 200 грамм лука я кило 200 грамм лука я положу в мой фарш. Я еще не знаю, весь фарш буду использовать или нет, но мне примерно понадобится на 1 килограмм муки теста. Я всегда делаю жидкость, даже если вы яички добавляете, вы добавляете яички, жидкость, чтобы у вас все вместе получилось. Я иногда добавляю яички, воду и всегда добавляю небольшой такой шлюк, как это, шуз, немножко масла растительное, примерно 50 миллилитров. И это все вместе, вся жидкость должна быть пол-литра, потому что у вас килограмм муки. Если вы сделаете больше жидкости, то у вас будет очень мягкое тесто, когда оно полежит. Оно сперва будет такое очень густое, и вам будет казаться,
плохо дело, я сильно мало жидкости налила, но нет, вы не переживайте, вы так его оставляете, домесите до конца, и когда он уже полежит, он будет намного-намного мягче. А если вы больше жидкости добавите, то у вас тесто потом сильно мягкое будет рваться и будет разлазиться. Я буду приступать к моему тесту. Я не знаю, сегодня положу я яйца или нет, все-таки думаю, что да. Не знаю, почему вообще в манты яйца не ложат. Я сегодня, наверное, все-таки без яйца сделаю, посмотрю, что получится. В общем, полкилограмма, пол-миллилитра воды, потом добавляйте соль по вкусу, и потом уже добавляете туда муку, и не забудьте масло растительного добавить. Я рапсовое всегда использую рапсовое масло, подсолнечное очень редко, из-за этого у меня будет рапсовое масло. Но я думаю, что на килограмм я, наверное, 70 миллилитров добавлю. На полкилограмма я всегда 40-50 миллилитров добавляю. Думаю, 70-100 миллилитров надо будет добавить. Оно дает такую эластичность потом теста, чтобы тесто не рвалось. Не знаю, показать вам или нет, но поставлю вас, чтобы вы посмотрели, как я все делаю, а потом уже покажу, что-то как да почему. Еще хотела показать, как я делаю, как я режу мой лук. Я уже показывала в каком-то видео оливье, где я делаю вот эту штуку. Она такая классная. У меня есть насадки. Вот такая мелкая, потом вот такая крупная. Я сейчас смотрю сюда, чтобы видеть, чтобы я вам правильно показывала. У меня есть еще вот такая очень крупная. Но я использую всегда вот эту. Мне нравится, чем мельче, тем лучше. Очень быстро, цак-цак, этот цвибель. Но я его разрезаю, цвибель, лук, я его разрезаю, когда я его почищу, я разрезаю его примерно на 4 части, а потом уже делаю его мелким. Не то он потом сильно крупный будет. У меня детки не очень лук любят, из-за этого чем он мельче, тем он лучше. В общем, приступаем, не то... У меня столько много, я смотрю, у меня там буженина варится для роллов. Вы потом их увидите, я отдельное видео для них сделаю. Все-таки, мне кажется, сильно долго будет. И вы потом увидите, как и что. Я смотрю, что она перестала у меня кипеть, я сильно убавила. Я быстренько прибавила, чтобы он дальше лучше кипел. В общем... У меня сегодня столько много, что надо сделать. Я даже не знаю, с чего начинать. Но с чего-то будем начинать. Будем начинать с теста. Потом я сделаю фарш. И в это время у меня все будет готовиться для ролл. А потом уже покажу, как я отвариваю рис. И вот можно для роллов использовать. Его можно для боль. Есть такой боль. Извиняюсь, что я смотрю, чтобы у меня не начало перекипать. У меня кастрюлька маленькая, из-за этого я боюсь, что она будет перекипать. Не сильно высокая, я имею в виду. И вот этот рис, как я его делаю, это можно для всего использовать. Для вот этого суши-торт или роллы-торт. Я не знаю, как это правильно на русском. Роллы-торт, что ли, называется. Или ленивые суши. Но у нас именно не роллы называются в Германии, а суши. Это которые именно как роллы на русском, да. И вот с этого риса можно все делать. И это боли делать, я не знаю, уже давно хотела вам показать. У нас продается за 8 евро такой боль называется по-русски, не знаю, наверное, по-русски бол называется, я не знаю, честно скажу. Я как-нибудь вам покажу. И это получается очень классно, этот рис можно для всего использовать. Вот я хотела показать, что я всегда на весы ставлю и наливаю сюда водичку, я тепленькую наливаю, добавляю масло, уже сразу добавлю, делаю на 0. Теперь мне надо налить 430 грамм воды. Выливаю в мою чашу. Я, конечно, все замешиваю в моем кухонном комбайне. И я добавлю сюда 2 чайные ложечки без горки соли. Так как у меня килограмм получается, я на полкилограмма чайную ложечку добавляю. Чуть-чуть перемешиваю и добавляю килограмм муки. Если от теста останется, не страшно, я сделаю хамун. Хамун называется он, да. Потому что это тесто подойдет ко всему, только к чебурекам не подойдет. Они будут сильно такие твердые. Я теперь замешиваю тесто примерно 8 минут, так как я люблю, чтобы он тесто хорошо вымешалось.
И буду приступать к моему луку. Хочу вам что-то показать, что произошло. Уже давно я не делала манты. И когда ты делаешь манты или пельмени, машинку нельзя включать на шестерку. Я на шестерку включила, и у меня здесь получилась авария. Посмотрите только на это. Я еще крышку забыла поставить. Так у меня все как давай везде брызгать. Ну, в общем, как говорится, когда хочешь, чтобы все хорошо было, получается все плохо. А это вот я получила такие красивые розочки. Это мой сыночек сделал. Ich liebe dich steht. Я люблю тебя. Вот хотела показать. Такое ощущение, что оно сильно тугое будет. Но вы оставьте его дальше мешать. Не добавляйте, пожалуйста, ничего. Вот оно уже начинает прям вместе собираться. Это очень важно, не добавлять ничего, а дальше дать мешать. Хотела показать мое тесто. Оно получается очень-очень тугим. Оно мне еще даже тепленькое. Оно нехорошо прям так собралось. Но я сейчас оставлю его минут 10 полежать, 15. Оно станет потом мягче. Я его еще хорошо расперемешаю. И оставлю полежать, пока я все готовлю. И как раз оно будет мягенько, как мне надо. Как я уже сказала, пока мое тесто вот лежит, я его завернула. Я буду делать... Неправильно сделала. Мой лук буду резать. Продаются такие полностью большие, как сказать, на весь, чтобы лук резать. Здесь одевается еще такая штучка. Но я уже не стала покупать, потому что мне этого хватает. Как я уже сказала, лук я взяла большой. Я его делаю немножко, даже не на 4, а больше. Сейчас порежу и скажу примерно, как я его делаю, чтобы он не был такой... Чтобы он мелкий был. Вот на вот такие колечки я порезала. Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 колечек у меня получилось. Вот. И я сейчас просто эти колечки ложу. Можно сразу больше класть. Я пока одну положу, вам показать. Извиняюсь, ее надо всегда так делать, чтобы она прям хорошо прошла. Вот такие меленький вот такой лучок у нас получается. Ну, вы уже можете так сделать, как вы привыкли в семье делать. Это уже на усмотрение каждого, кто как делает. Вот, хотела вам показать, я за каких-то 3 минуты нарезала килограмм луку. Я 1,5 килограмма фарша решила взять и килограмм лука. Вот весь такой одинаковый, меленький. В общем, эта штука обязательно возьмите, это классный помощник в доме. У меня прошло примерно 8 минут, я чистила лук пока вам показывала. Хочу перемешать мое тесто, хотела вам показать. Если вы что-то шум слышите, это у меня включенная вытяжка. Вот, перемешиваем теперь. Если вдруг у вас нехорошо смешалось, то вы можете 2 раза перемешать еще. Примерно 10 минут полежать, потом еще раз перемешать, еще раз 10 минут полежать, еще раз перемешать, а потом уже больше, пожалуйста, не перемешивайте, не то тяжело будет раскатывать. Все. Уже тесто выглядит намного лучше. Видите, какое ровненькое. Здесь, конечно, нет, но здесь ровненькое. Но я его через минут 5-10 еще раз перемешаю. И все, и тогда уже оставлю отдыхать полностью. Я выкладываю мой лук. Если вы что-то, какие-то другие шумы слышите, мой муж готовит здесь завтрак нам всем. Из-за этого на другом плане готовится завтрак. Теперь я всегда насыпаю соль ложечками. Я думаю, что 2 чайные ложечки хватит. Мну немножко наш лук. Прям хорошо его переминаю. Добавляю теперь черный перчик. Да, это 3-я рука от моего мужа, так как мои руки грязные. Я добавила пол чайной ложки перчика. Еще раз переминаю хорошо. Теперь добавляю мой фарш. Я уже отвесила полкилограмма, убрала, заморозила сразу. У меня именно говяжий фарш.
Конечно же, вкусно, когда порежешь мясо говяжье, добавишь немножко бараньего жирку. Это будет, конечно, очень вкусно, но у нас такое здесь не найти. И вот что я всегда делаю, я, наверное, вам в бокале покажу, с бокалом. Я добавляю, у меня 400 миллилитров стаканы, полстакана, я думаю, 200 миллилитров, может быть, 250 даже, воды. И все хорошо перемешиваю. Тогда манты получаются сочные, вкусненькие такие. Ну и все, хорошо перемешали, попробовали на соль, перец, и наша начинка готова. Вот хотела показать, вот такой красивый фарш у нас получается. Он получается такой влажненький, не сухой. И потом наши манты получатся тоже такие вкусненькие, не сухие, а сочные. Теперь я перемешиваю еще раз мое тесто. И все, и больше я его не трогаю. Оно очень тугое. Но это очень важно для мантов, чтобы манты у нас не разлазились и не рвались. Нам надо такое, но оно мягенькое, но тугое. Я даже не знаю, как это правильно объяснить. Если так посмотреть, то оно не прям раскатывать у вас получится. Ну, именно перемешивать немножко туговато, но так должно быть. Это очень важно для мантов. Но пока сейчас там все готовится, или, как сказать, стоит, у нас завтрак. Много показывать не буду. Там сидят детки, кто тоже и кушает лагман. Кто-то еще завтракает. Но я завтракаю с моим большим стаканом кофе. Ах, как вы видите, сыр, конечно, у нас всегда присутствует. Виноград сегодня, так как я закупилась, я показывала до этого. И, конечно же, сейчас пойду возьму свою шоколадку. Всем приятного аппетита! Хотела показать, как я свои манты делаю. Я делаю круг. Вы можете, как хотите, резать. Можете вот такими, как мы всегда делаем, маленькими кружками. Вот так выглядит тесто. Вот такое хорошенькое оно. Но я вот делаю вот так. Режу на квадратики. Потом оставлю сюда кусочек, ну, мяса, сколько вам надо. И закрываю с двух сторон. Так. У меня здесь столько помощников, из-за этого извиняюсь за наше все здесь, что так у нас громко. Вот так и вот так. И все, мант готов. И вот так я леплю все манты. Получается очень красиво, быстро и вкусно. Вы можете мельче сделать, будут меленькие, крупнее крупные манты. Хотела показать, манты я налепила, вот так они выглядят. У меня получилось 4 кружка. Если кто-то в Германии ищет мантышницу, в русском магазине продается мантышница. И ничего не рвется. Вот.